Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в Египет, чтобы посмотреть, как трудятся рабочие в карьере по добыче известняка. Это не снег, это известняк. Чтобы его вырезать в белых каменоломнях Египта, горняки рискуют своей жизнью. Ценная порода камня находится в центре огромного промышленного района. Известняк используется для производства многих материалов, от цемента и стекла до пластика и плитки. И это именно тот материал, из которого построены великие пирамиды. Но выкапывать и резать эти драгоценные блоки на самом деле довольно опасная работа. Шахтеры сталкиваются с облаками пыли, которые могут вызвать заболевания дыхательных путей и кожи, а работать им приходится с острыми лезвиями и под палящим солнцем. И все эти мучения за зарплату всего от 10 до 15 долларов в день. Но в этом регионе Египта это одна из немногих доступных рабочих вакансий. Людям нужно заботиться о своих семьях, и у них нет вариантов обеспечить свое существование. Правительство страны пыталось закрыть шахты после многочисленных смертей из-за несчастных случаев. Но многие шахты до сих пор продолжают работать, и даже нелегально. В этом видео мы покажем, насколько плохи условия добычи, и расскажем, почему горняки, несмотря ни на что, все равно идут на риск. Около 160 миль к югу от Каира находится одно из крупнейших месторождений известняка в мире. Это Эль-Минья, где сотни шахт усеивают местный ландшафт. На этой земле работают десятки тысяч внештатных шахтеров. Для этих парней в городе Минья каждый день начинается еще до восхода солнца. Примерно в 3 часа ночи рабочие собираются на улице в ожидании машин, которые отвезут их по извилистым опасным горным дорогам к каменоломням. Путешествие длится около 20 минут. Автомобили опасно мчатся по извилистым и неровным горным дорогам. Само путешествие чрезвычайно рискованно, так как автомобили не приспособлены для движения по неровным дорогам и не предназначены для перевозки пассажиров. Кроме того, они обычно перегружены, пассажиры плотно сидят, прижавшись друг к другу. Часто в них находится более 20 рабочих на одну машину. Некоторые из рабочих уже получали травмы при падении, когда автомобиль двигался по извилистому пути. Наконец, рано утром машины прибывают на гору. Пока не встало солнце, рабочие завтракают. Затем приходит время одеваться для работы. Поскольку эти шахтеры не состоят в штате работников, им приходится покупать защитное снаряжение за собственные средства. В отчаянной попытке облегчить дыхание, рабочие часто носят самодельные маски, сделанные из старых кусков ткани. Кроме того, они используют перчатки и солнцезащитные очки. Чтобы защитить себя, рабочие предпочитают использовать одежду, проверенную и испытанную в течение нескольких сотен лет народами египетской пустыни. Защита представляет собой тканевую маску. Это особенная, очень тонкая ткань, которая не пропускает пыль. Она гораздо удобнее респиратора и позволяет легче дышать. В ней работник не потеет в такую жару, а пот на лице при таких обстоятельствах очень нежелателен. Он просто будет застилать глаза, мешая работать. У ткани есть еще одно преимущество. Она защищает от экстремальной жары, ведь нередко температура достигает 45 градусов Цельсия. Захватив свои инструменты, рабочие спускаются в карьер. Самый важный инструмент – круглая пила. Она же и самый опасный инструмент. В начале работы шахтеры должны настроить эти два рельса. По рельсам передвигаются две резательные машины. Они разрезают камень на идеальные прямоугольные блоки. Такой блок имеет 20 см в глубину и 40 см в ширину. Вырезать такие блоки требуется с высочайшим уровнем точности. Нужно так управлять машиной, чтобы все камни были абсолютно одинаковыми. Иначе известняковые блоки будут бесполезны для строительства, и их невозможно будет продать. Так должен выглядеть конечный продукт. Из-за геологических условий в Египте это огромное, почти неисчерпаемое месторождение известняка, поэтому работы здесь хватит надолго. Одним из ключевых элементов оборудования является электронная машина с двумя зазубренными металлическими лезвиями, используемая для резки твердых белых известняковых пород. Резательные машины двигаются быстро, они очень тяжелые и шумные. Рабочие, давно работающие здесь, уже привыкли к шуму. Рабочие окриками предупреждают друг друга о приближении машины.
Они также стучат по машине молотками, чтобы создать шум, предупреждая других рабочих, что тяжелая и быстрая техника находится поблизости. Иначе из-за шума никто не может услышать друг друга. Это важно, так как пилы машины представляют реальную опасность. Быстрые шаги – это то, что поможет шахтерам избежать острых, как бритва, лезвий. Следить за катящимся лезвием нужно очень внимательно, потому что если оно кого-нибудь ударит, оно немедленно убьет человека. Оборудование, используемое для резки известняка, обычно старое, ржавое и незащищенное, поскольку владельцы карьеров не хотят тратить больше денег на покупку современного и гораздо более безопасного оборудования. На шахтеров возлагается ответственность за ремонт машин, когда они ломаются. Если механизм заклинивает и машина вылетает из колеи, рабочие прерывают резку. Очень опасно, когда зубцы пилы отламываются. И этого рабочие боятся больше всего, так как острые зубья летят по воздуху, словно пули. Раньше у лезвий машин были специальные покрытия, но со временем они осыпались. Но выбрасывать сломанные пилы никто не собирается, так как диск стоит 500 египетских фунтов или $26 США. Диски отправляются мастеру по ремонту пил. Он ремонтирует примерно 15 пил в день. Главным приоритетом для горняков является поддержание издержек на наиболее низком уровне. Шахтеры также вручную производят заточку лезвий, однако заточка – это тоже рискованная работа. Их затачивают при помощи угловой шлифовальной машины. От этого машины работают быстрее. Отремонтированные диски прикрепляются к машине. Их прикручивают 4 шурупами, чтобы они не оторвались и не поранили рабочих. Во время резки лезвия проверяются каждые полчаса. Хотя владелец шахты говорит, что он следит за тем, чтобы все электрические провода были изолированы, на самом деле многие из них никак не защищены. Когда машины режут камень, они поднимают в воздух густое белое облако известняковой крошки. В безветренную погоду шахтеры исчезают в облаке, словно призраки. Облака пыли поднимаются, отказываясь рассеиваться, блокируя обзор и затрудняя дыхание. Мелкая пыль легко попадает в легкие и оказывает чрезвычайно пагубное воздействие на легкие рабочих. Если ей дышать достаточно долго, это может привести к заболеванию легких, называемое силикозом. И хотя о травмах, болезнях и смертях в этих шахтах часто пишут в СМИ, официальных цифр об этом нет. У тех, кто работает в этом карьере, продолжительность жизни составляет всего 45 лет. Есть много рабочих, которым лезвия отрубили руки или ноги, а некоторые умерли от удара лезвием по голове. Многие владельцы шахт предлагают рабочим менее $200 в виде компенсации за утрату здоровья. Такая мизерная компенсация никак не может помочь рабочим. Благополучно вырезанные камни рабочие поворачивают так, чтобы блоки не были сломаны проходящей рядом машиной. Как только открывается новый карьер, первые камни не получаются идеальными. Такие куски отправляются на переработку в порошок. Известняковый порошок фасуется в мешки и продается наряду с камнем. Идеально вырезанные камни, которые еще не проданы, складируются рядом. Например, эти блоки уже куплены, поэтому шахтеры грузят их сразу в грузовик. Такая работа желанна, ведь если им повезет, то они могут дополнительно заработать еще от $3 до $5 на еду и чай, сверх своего дневного заработка в $10. Средний доход на карьерах составляет от 80 до 100 египетских фунтов в день, что эквивалентно примерно 10-13 долларам. Хотя для такой утомительной и рискованной работы может показаться не такой уж большой суммой, это относительно хорошая заработная плата по сравнению с работой фермера или вообще безработным. Рабочие, живущие в окрестных деревнях, представляют все слои общества. Фермеры, студенты колледжей и недавние выпускники в большом количестве обратились к каменоломням в период после революции 2011 года из-за высокого уровня безработицы, которая продолжала расти из-за политических потрясений, которые переживала страна. Добытый известняк отправляется в Каир, на долю которого приходится около 80% мощностей по переработке известняка в Египте. Из известняка производят цемент и плитку. Его также используют при производстве бумаги, пластмассы, сельскохозяйственной продукции и даже в медицине.
В 2020 году мировой рынок известняка достиг примерно 73 миллиардов долларов. Сегодня Египет является крупнейшим экспортером известняка в Африке. Его производство составляет более 150 тысяч тонн в год. Камень настолько прибыльный, что экономика провинции Миньи полностью зависит от производства известняка. Здесь же работают и дети. Им поручают переворачивание кирпичей и загрузку машин. Но официально они не наняты владельцем карьера, поэтому они получают только половину заработной платы, которую мог бы получать взрослый. И это несмотря на то, что они подвергаются той же окружающей среде и многим из существующих рисков. Детям платят от 40 до 50 египетских фунтов или от 5 до 7 долларов США в день. Всего работает около 1500 шахт, и конкуренция среди них очень высокая. Поэтому рабочим устанавливается конкретная норма добычи камня в день. Если не добыть достаточное количество камня, его купят у конкурента. Известно, что человек добывал известняк в этой части страны довольно давно. Это известно из древней истории. На протяжении многих лет египтяне использовали камень при строительстве пирамид, храмов и гробниц. Темный известняк составляет ядро Великой пирамиды Гизы, а ослепительно-белый известняк когда-то покрывал пирамиду снаружи, тем самым символизируя ее чистоту и святость. Затем в 1303 году произошло землетрясение, которое расшатало внешние камни Великой пирамиды. Жители сняли белый слой пирамиды и использовали его для строительства мечетей. Сегодня, по некоторым оценкам, более половины известняковых карьеров в Миньи не имеют лицензии на добычу. Правительство расправилось с некоторыми из них, закрыв в 2019 году 400 шахт после сообщений о травмах. Но многие незаконные шахты все еще продолжают работать, подвергая шахтеров смертельной опасности, не соблюдая условия техники безопасности и без всякого надзора. Поэтому рабочим пришлось взять дело в свои руки. Они договорились о повышении заработной платы и создали фонд для пострадавших рабочих и их семей. Однако они столкнулись с противодействием со стороны владельцев шахт. Одну из шахт, которая называется «У дяди Валида», рабочие лицензировали. Но владелец арендованной шахты сказал, что горняки по-прежнему должны использовать свое собственное снаряжение. Когда происходит травма, владелец карьера наносит семье 2 или 3 визита, предоставляет им машину для перевозки пострадавшего рабочего в больницу и оплачивает лечение. Получить достойную денежную компенсацию не всегда возможно, а подача официального заявления в полицию может закончиться затягиванием дела в суде на годы. Перспектива, которую семья пострадавшего редко может себе позволить. Поэтому, когда семье хозяин готов предложить компенсацию в размере около $3000 США, у них часто не бывает другого выбора, кроме как с благодарностью принять ее. В конце смены рабочие отдыхают за чашкой чая. Они отработали 8 часов и выполнили норму, нарезав около 50 тысяч блоков. Измученные, но счастливые рабочие собираются домой. Группа возвращается домой, оставив несколько человек на ночь для охраны оборудования. В машине они получают заработанные за день деньги. На следующий день перед ними опять будет расстилаться устрашающе красивая шахта. Они привыкли к своей работе, и все же они надеются, что эта красота привлечет чье-то внимание в мире, и кто-то отправит им хоть какую-нибудь помощь. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!